В эти выходные любители сериала «Великолепный век» наблюдали за воплощением плана мести Хюррем принцессе Изабелле. По приказу султанши ее верные слуги должны были выбросить соперницу Хосики вместе со служанкой в Босфор. У многих из нас затаилось сомнение, что так все и было, ведь Изабелла была жива, и мы не хотели думать, что Роксолана была настолько кровожадна. Давайте поговорим о судьбе принцессы. Привет, друзья! Вы знаете меня, я автор канала «Империя». На нем мы рассказываем все об Османской империи и сериале «Великолепный век». Я понимаю, что многие из нас любят историю, но почему бы нам не порассуждать о том, какой на самом деле была Хюррем? Не та, что строила мечети и хамамы, была верным другом и соратником Сулейману, а та, которую нам показали в турецкой саге «Великолепный век». А в ней Хюррем мы увидели озабоченной наложницей, которая думала только о том, как склонить повелителя к моногамии. Для чего, разумеется, сметала на своем пути всех врагов. События, о которых мы будем сегодня говорить, произошли в 38-й серии. Изабелла уже побывала на хольвете у Сулеймана, и, честно говоря, мне эта сцена странным образом что-то напомнила. Кроме сюжета у камина с полуобнаженной любовницей, я хорошо запомнила диалог, который произошел между Хюррем и Сулейманом. Речь идет о том сюжете, когда султан сказал Хосики, что больше всего он любит сына Мустафу. Но когда Хюррем стала рожать ему еще детей, то падишах полюбил их всех и никого из них не выделял. При этом Сулейман напомнил, что таким образом он разделяет свою любовь, хочет, чтобы его дети тоже покорно делили любовь отца между собой. Ты, Хюррем, должна научиться делиться. Это довольно сильная мудрость османского султана, как-то прошла почти незаметно и мало кто ее запомнил. Но ведь неисполнение именно этого правила привело Махидевран к тому, что она была там, где она была в конце концов. Они должны уметь делиться. Ну да ладно, вернемся к Изабелле. Я почти уверена, что случись такая ситуация в истории, Изабеллу закопали бы прямо в гареме. Давайте я объясню, почему я так думаю. Чтобы понять, могли ли слуги Хюррем избавиться от живой Изабеллы и тела ее служанки, выбросив их в Босфор, нужно для начала знать, можно ли бы было рабам выйти из Топкапы незамеченными, да еще и ночью, да еще и с 2 мешками мертвецов. Топкапы состоит из 4 дворов и гарема, в котором расположено множество сооружений. Из дворца всего 4 выхода, это видно на плане реконструкции. А от Босфора его отделяют неимоверной высоты каменные стены. Входы-выходы резиденции султана серьезно охранялись дворцовой стражей, причем не янычарами. Подкуп солдат-повелителя был практически нереален, особенно во времена Сулеймана. Но даже если и допустить такую коррупцию, то с мешками рабам пришлось бы пересечь довольно приличные расстояния, как в самих помещениях, так и пройти по улице. Остаться незамеченными в таком виде невозможно. Ибрагим Паша любил проводить допросы с пристрастием. Кто-то из слуг или охраны, произойди все именно так, все равно бы сдался. Однако Паша поведал Сулейману историю о том, что Изабелла сбежала, но падишах перебил его и рассказал свою версию, сказав, что принцесса ушла в монастырь. Но это же ясно, Сулейман отвел таким образом любые подозрения от Хюррея и показал лишний раз Ибрагиму, кто здесь главный. И так выйти из дворца с трупами рабы не могли. Тогда куда делась Изабелла? Хюррем была действительно непреклонна в любых вопросах, касающихся ее безопасности и безопасности детей. Принцесса представляла для Хосики угрозу, хотя бы потому, что была свободной женщиной. На ней Сулейман мог жениться по всем правилам, так как делали это его предки много веков назад. Брак с наложницами был запрещен, а вот жениться на свободной женщине знатных кровей с политической составляющей – это как раз было бы в духе с Изабеллой. В начале становления Османской империи султаны вступали в брак с дочерями важных особ в политических целях. Что же мешало Сулейману сделать то же самое? Ничего. И те, кто подумал, что принцесса была лишь игрушкой для султана, ошибаются. Она представляла реальную угрозу для Хюррем. А потому, конечно, Изабелла не выжила. Историк Нурхан Атасой, проводивший исследования во дворце Топкапы 56 лет, рассказал вот что. Я не помню, в каком году это было, но в гареме велись реставрационные работы. Рабочие вскрывали полы возле помещений, которые являлись школой шахзадеев. Под полом они вынули какую-то часть грунта и обнаружили несколько скелетов. Эти скелеты были помещены в коробки и сохранены в здании, входящем в состав школы. Людей, очевидно, убили и похоронили здесь.
Этот секрет до сих пор не разгадан. Я до сих пор не знаю ответа на вопрос, кому принадлежат эти тела. Дворец Топкапы – очень красивое и загадочное место. Думаю, случись эта история в реальной жизни, то Изабелла вместе со своей служанкой были бы похоронены именно там. Но неужели принцессу живьем закопали? Что вы думаете, друзья мои, расскажите в комментариях. Хотя совсем недавно под дворцом были найдены тайные тоннели, в которых обнаружены даже мумии. Говорят, что эти тоннели часто использовались беглыми рабами, чтобы покинуть дворец. А также они предусмотрены для того, чтобы семья султана могла покинуть Топкапы в случае непредвиденных обстоятельств. Выходов же из этих тоннелей много. Точно известно, что один выводит прямо на площадь Ахмед, второй же выходит прямо к воде, где в те времена ожидали лодки. Кто знает, могли ли слуги Хюррем вынести через эти тоннели тело Изабеллы. Наверное, могли. Расскажите нам о своих версиях. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк. Не забывайте о возможной угрозе потеряться в случае блокировки YouTube в России. Заходите и подписывайтесь на сайте ВКонтакте, ссылки в описании. Спасибо, что смотрите.